эти облака, что-то мне кажется, что это жопа. Я предлагаю вот здесь вот снять. Нету ни одной машины, тут нету вот этой грязи, тут навес, будет хорошо. Вот. Ребята, всем привет! Сегодня на канале Tesla Пират коллаборация. В очередной раз Вадим. Вадик, привет! Привет, как теперь с этими штуками здороваться? Я никогда не видел Поставим. столько камер. У нас здесь 1, 2, 3, 4 и еще на капоте 5. И вон тут еще Блогерский спрятано 6. Блин, целое количество. Что будем делать сегодня? Поставим лифт наконец-то. Ты созрел? Да. Не может быть! На самом деле, я, честно говоря, я не люблю просто, когда какие-то аксессуары ставишь, и нужны какие-то костыли, чтобы потом это включать. Так. Но лифт же, он просто идеально подходит. Ты просто открываешь в машине франк, и он как бы открывается. Не нужно какие-то дополнительные кнопки цеплять там или что-то еще. Да. Лифт я раздобыл для Вадима от компании Handshow. Ссылки будут в описании. Мы не просто будем ставить лифт Вадиму, будут тесты. Мы сравним два производителя. Есть ли отличия? По цене разница есть. Существует ли она в качестве, мы узнаем. Присаживайся поудобнее, погнали. Класс. Ну что, Вадим, открывай свой неавтоматический капот и будем превращать его в полностью автоматизированным. На самом деле я Вадима подсаживаю на аксессуарную тему, потому что мне уже никто на ютубе не доверяет. Вадику еще пока прокатит, я думаю, 5-6 выпусков. Те просто уже в аксессуаренные. А, пират опять колхоз, не буду смотреть. А тут раз, Вадим, не ожидали? У тебя что удобно, я могу карманами пользоваться. Вот тут на спине, то есть если что-то положить. Инструменты Да, накидал. раз, вообще классно, ребят. Так смотри, кстати, рабочка нормальная. Тут карманы. И сзади, если вдруг еще надо ставить. Да. Ну, пацаны со Штутгарта, у них вот шмот есть. Мы, ребята, деревенские, из Ульма, провинция. Ну что, Вадим, у нас с тобой, кстати, одинаковые теплонасосы. Это мы уже установили. Сейчас нам осталось демонтировать фильтр. Перед тем, как помогать своему бро, нужно обязательно зафиксировать то, что было у него до того, как вы к его тачке прикоснулись. Мы немножко этот момент пропустили. Важно опустить капот и посмотреть на зазоры. Не вровень с бампером, он немножко утоплен вниз. И именно вот этот эффект нам нужно и оставить. Забыл жене ответить, она же спросила. Где я там? Где-то в Штутгарте жена. Вадиме, ребята, показываю секрет. Очень важно снять вот этот дренажный стакан для организации доступа. Если вот этого не сделать, ну просто нереально туда пробраться. А ты говоришь, только я делаю, а что ты типа ничего не делаешь? Ну мы же договорились, 300 евро установка, ты ничего не делаешь. Мы начнем с самой сложной стороны, с водительской, а на десерт оставим уже пассажирскую, там будет гораздо легче. Держи капот. Да. Вот, и он держится. Нормально. Никогда не стоит снимать сразу обе, потому что шансов не будет. Давайте посмотрим комплект. Почему у Вадима две коробки? Казалось бы, должно быть все в одной. Потому что изначально нам прислали на литой кузов. В чем отличие? Почему вам, ребята, важно не ошибиться? Всего лишь устанавливаются вот такие болты. Но у нас нужно ставить обязательно кронштейны. Потому что они смещают точку опоры буквально на 2 сантиметра и немножко в сторону. Есть еще один нюанс, который я бы хотел сказать по поводу безопасности. Недавно под моим видео я прочитал комментарий, где подписчик говорит, что при ДТП вы ставите там что-то другое, и это очень плохо. На самом деле ничем вот эти механизмы не отличаются от оригинальных, потому что у них идентичные защелки. При аварии они также отстегнутся. Ну и стоит учитывать, кстати, что это же Legacy, тут нету отстрела капота сверху. Да. Это, видимо, может, кто-то имел в виду... Наперед кто-то, да, спрашивал Highland или про... там Juniper. Да. В чем вообще отличие между V3 и V4 версии? Как только наступали минусовые температуры, механизмы замерзали, потому что помимо электро всяких там компонентов внутри, здесь есть еще и гидравлическая жидкость. И она перемерзала. Теперь до минус 20 проверено, ничего не замерзает. Вадик и зрителям тоже объясняю, здесь есть кнопочка Reset, нажимаем и держим ее 5 секунд, установки перепрограммируются. То есть если вдруг когда-то в теории не поймет лифт, где начальное положение, где окончательное положение, если он у тебя вдруг застынет где-то в середине пути, нужно просто нажать и держать вот эту кнопку, и он переобучится. Перед тем, как вообще приступить к установке, завершающая самая золотая информация по этому комплекту. Первая защита – это в доводчике, вторая защита прямо вот тут в мозгах в сочетании с этими электролифтами.
То есть у нас на защемление защита, на спуск, на подъем. Все продумано. Я аж заслушался. Я вырублю. Все просто, пират пиздобол. Нет, это не он. Так, Вадик, втыкай вот этот, 13-й давай. Угу. Ребят, я уже устанавливал похожий комплект от другого производителя, поэтому если вам нужна инструкция по подробной установке, что я там сейчас где кручу, ссылка будет в описании, заходите, и там есть подробное видео, что, как, где крутить, как брать и так далее. Здесь в общих чертах ставим, проверяем, общаемся. Смотри, я тут как вроде телок каких-то возил, у меня тут волосы. Смотри, длинные волосы. Вау. Откуда? Брюнетка? Прикинь, или это на сервисе Теслы кто-то менял тепловой насос и волосы свои защемлял. Да, у нас же в Германии гендерное равенство, наверное, какая-то механесса здесь была прищемлена. Интересно, я почему-то постоянно был уверен, что они поперек ставятся вот так, типа. А он упирается, да, спереди и сзади. Если бы я это ни разу не устанавливал, то, наверное, мы бы попробовали все варианты. Когда я это делал один, я перепробовал по-всякому. Даже L и R перепутал. Мне было весело. Капец. Ребята, кто не знает Вадима, у него есть YouTube-канал, заходите, смотрите довольно-таки интересные видео, посвященные как пользоваться Tesla. Он знакомит со всеми новыми опциями, функциями, апдейтами. Много полезной технической информации. Так что подписывайтесь на его канал, рекомендую. Хорошие видосы. Вадик потух просто там под капотом в процессе. Я тут намазываю, он Просто начало прокручиваться. ушел в техничку, чувак, прям с головой. Я просто не знаю, насколько я хорошо его закрутил, но она начала прокручиваться. Не знаю почему, эта звездочка не совсем прям плотно прилегает. Может, какие-то болты странные. Тут просто, конечно, намного больше места и попроще его ставить. Теперь продолжаем с проводкой, да? Да, сейчас у нас будет Куча этап проводов. проводка. Первым делом мы должны зафиксировать наш блок управления, мозги так называемые. Защелкнуть. Потом это будет довольно-таки трудно. Нужен хороший упор. Все, готово, держится. Влияет ли это на гарантию? Наше подключение выполняется в параллель. И наше неактивное оборудование, оно никак не будет препятствовать работе оригинальной системы Tesla по взаимодействию с штатным замком и актуатором открытия. То есть по факту мы ставим так называемые тройники. И туда всего лишь подключаемся. Поэтому цепь полностью остается оригинальной. И на гарантии никаких проблем нет. Интересно. Ну, в моем случае, конечно, мне уже ничего не грозит. У меня гарантия только на моторы и на батарею. Так а что я тут мучаюсь, качество пытаюсь сделать? Так бы и сказать. Готово. Сильно не затягивай, потому что нам еще нужно будет регулировку делать. А почему ты хочешь попробовать, как заходит петля туда и потом подрегулировать или как? Перед тем, как по-настоящему захлопнуть капот, очень важно все проверить, чтобы у нас капот в мертвой точке не остался. Поэтому да, мы будем тестировать, регулировать зазор и так далее. Ни на каких доводчиках, кстати, вот этого релизера нету. Это очень полезная вещь. Если вдруг доводчик сломается в процессе дотяжки, вот именно в момент, когда он дотягивает, то как бы ты ни нажимал открыть Теслу капот, она никогда не откроет. Что бы ты ни делал, тебе, представляешь, нужно снять защиту, потом рукой добраться до петли и открутить петлю, чтобы капот открыть. А вот эта вот вещь помогает полностью деактивировать доводчик, чтобы в момент затяжки, если будет проблема. Где-то тут среди множества штативов Вадим организовывает кофе. Представляете, полевой набор, у него есть газ, горелка, гейзерная кофеварка, и сейчас будет кофеек. Немножко рекламная пауза. Конечно, без дозы кофе невозможно. Да. Так, подожди, нам надо немножко прижать. Переливается. А, прям с этого что ли стекает? Да. Кофе пошло. Бум-бум. Ребята, вы представляете, прям целая химия, Вадим, ну ты силен. Кстати, я не уточнил, это мой второй сертифицированный центр по установке «Купи и прикрути». Как тебе, кстати, смотри, здесь тоже крытое помещение, тепло Мне кажется, вообще. со светом проблем нет. Причем, знаешь, можно локации менять, как в игре, знаешь, трассы меняешь. Типа то там, то там. Добро пожаловать в мой сервис. Просто. По-немецки. Класс. Это, кстати, мокушка. У нас тоже в Штутгарте они сами зерна жарят. Прикольно, вкусно вообще. Прекрасно. Но, кстати, не очень-то и крепкое получилось. Мне понравилось это. Довольно, можно было даже меньше воды сделать. Ты знаешь, нормально. Сейчас будут тесты, испытания, немного юмора и
гонки. Давай там чуть тряпочкой протру. Рука-то чистая. Бабку люди обнаружат поутру, а я тачку нежно тряпочкой протру. Все, у нас аккуратненько уложено. Ставьте лайк, либо напишите свое Насколько замечание. аккуратно получилась операция. Да. Не, на самом деле классно лежит аккуратно, все Спасибо. сбоку проходит и все. Здорово. Ничего не мешает. Можешь открыть капот свой? Вот дзык-дзык нажать кнопку. О! Он начал закрываться. Я понял. Так, дай-ка я это сниму. Мы сейчас телефоном проверили, что актуатор работает. И сейчас происходит адаптация. Ну смотри, уже что-то работает, да. Ой, доводчик срабатывает, да? Да, теперь, пожалуйста, нажми «Открыть капот». Нам Давай. нужно показать Тесле крайнее положение. Если он до конца не дойдет, нужно руками. А, то есть он калибруется на Да. крайнее положение. Проверяем то, что это крайнее. Да, действительно, он Мгм. дальше не толкается, все работает правильно. Теперь следующий тест. Мы должны и проверить исполнительный механизм кнопки. И нажимаем вот здесь. Все работает. Интересно, а звук другой, да? Точно такой же, кстати, Да, я не заметил. как на моем видосе. Не, я имею в виду, что когда я закрывал с ключа, по-моему, по-другому было. Открывай. Есть. Следующий тест, который мы выполняем, мы будем проверять защиту самих электронных амортизаторов, чтобы нам не было больно. То есть, к примеру, мы ставим голову, сработало. Интересный тест. Так, теперь мы тестируем. Половина пирата внутри, половина снаружи. Теперь мы тестируем защиту от защемления. Ну это уже жертва совсем. Ставим руку и проверяем, как работает защита от защемления на доводчике. Ставим. Приятно? Вот, она чуть-чуть придавила, и я спокойно вытаскиваю А. пальцы, ничего такого. Почему вообще работает вот этот механизм, мы толкаем рукой? Это очень удобно, когда мы загружаем полностью франк, у нас нет доступа к кнопке, а телефон наш где-то глубоко в кармане, поэтому, уходя, не надо дергать капот, мы просто вот... И с этого момента, как был звук, она пошла закрываться. Но если вдруг что-то пошло не так, только руками мы можем вернуть обратно. У тебя остается всегда в положении. Да, в котором- если, допустим, я давай остановлю на середине, и ты... Вот. Нажми теперь на пульте, что будет. Мгм. Да, можно вот так вот с пульта докидывать ее Да, дальше. закрыть, да. Замечательно. Ну и мы, если что, можем подрегулировать потом эти резинки, да? Да, все верно. Получается, Сейчас если мы вдруг- посмотрим, правильно ли мы попали с положением замка, и как у нас капот встает. Он должен быть чуть-чуть утопленнее бампера. Сейчас он у тебя вровень. Ага. Я предлагаю его немножко утопить. А что, тебе не нравится? Не было? Дело что он в чуть том, выше, или что я смотрел на всех новых Теслах после того, как я 2 года назад ставил себе самый первый доводчик капота, и Мгм. потом множество других. Я не посмотрел, как у меня было, и потом приезжал в автосалон Тесла, смотрел на новые машины. Всегда капот чуть-чуть ниже бампера. Когда у меня было вровень, я ездил, и вот эти комары и камни бьют прямо в да. кромку. Вот Мгм. сюда. И у меня вот здесь были трупы. Кровь и камни. Поэтому нам нужно буквально на 1 миллиметр утопить его чуть-чуть ниже. Вот, он теперь сел буквально на полмиллиметра, миллиметр чуть-чуть ниже. Настал момент тестов, будут гонки, будем проверять, чей доводчик быстрее. У Вадима стоит Ханшоу, у меня стоит, не могу сказать, ссылка в описании, сами знаете. Итак, Вадим, давай На приготовимся. старт! Старт! Я делаю обратный отсчет от 3 до 0, и мы выясним, какой быстрее. 3, 2, 1, пуск! О, Пошло, смотри. пошло. Давай. Опа! У Вадима быстрее! Хм, Так, а ну-ка открываем еще раз, как проверим. такое может быть? Приготовились, на изготовленную, Вадим. Ты готов? Да. Отлично. Давай, ты делаешь обратный отсчет. Ну давай. 3, 2, 1, старт! О, Так, что это было? Ну счет нет. 1-1. Сейчас мой был быстрее, Ханшоу чуть-чуть помедленнее. Делаем третий, такое может быть? заключительный. Первый раз он прям сразу стартанул, Да. а сейчас позже. Так. Ну, Кто давай. считает? Давай ты. 3, 2, 1, пуск. Итак, счет 2-1. Выбирайте, какой захотите. Короче, по шуму у Вадика, а может быть чуть-чуть даже потише мне показалось, а иногда тот догоняет.
Прикольно. Но, видимо, звук зависит от скорости. Да. Ребят, ну результат отличный, я считаю. Тесты мы провели, защиту защемления мы сделали, проверили на спуск, на подъем, на пальцы и на все остальное. Отличная вещь вообще, причем все безопасности соблюдены, и все кабеля даже провели, можно аварийное открывание делать. Классно. Круто. Да. Ребята, улучшайте свои машины, ставьте правильные аксессуары, не берите китайские поделки, берите оригинальные. На сегодняшний день их выпускают в природе только 2 производителя. Это Hanshou и второй вот здесь вот установлен, ссылка также будет в описании. Вадим, я бы хотел тебя поблагодарить, что ты приехал и доверился ЕВ-пирату на установку дополнительного оборудования в твою Теслочку. Безгранично рад, на самом деле, что моя Тесла приобрела такой классный аксессуар. Мы только что убедились, что это работает очень хорошо и безопасно, и также он имеет функции безопасности и открытия на все случаи жизни, если что-то произойдет с вашим капотом или замком и так далее. Подписывайтесь на канал ЕВ-пират. Вадим Донер, правильно? Доннер. Подписывайтесь на канал ЕВ-пират и Вадим Донер. Пока-пока. До скорых встреч. Пока. Класс. Супер. Да, вот. У нас теперь есть 2 концовки. Вырубаем нахуй, чтобы меньше потом монтировать.